Эта история произошла 12 июня 2024 года в селе Кедровка, которое располагалось вблизи тайги, и началась с того, что каждый день к дому старика подходил маленький волчонок. Подойдет, станет на опушке у крайних деревьев и смотрит молча. Дед Михалыч только затылок чесал. Чего, мол, зверёнку от старого надо? Мать-то где его носит? В тот самый июньский день погода просто шептала. Михалыч отвлекся и пошел кормить скот. У него была пара поросят в загоне под крышей, чтобы дикие животные не забрались и не растерзали их, а дверь в избушку забыл закрыть. Волчонок, видать, совсем изголодался. Тишком проскользнул в сени, схватил со стола половинку свежего хлеба и дёру в лес. «Старая моя башка, как я мог забыть закрыть дверь? А ты еще смотри, шустрый какой!» — проворчал Михалыч. Старику стало любопытно, да и от нечего делать он прихватил старенькую двустволку. Стрелять ни в кого не собирался, так, на всякий случай, место-то суровые, и пошел за волчонком, держась на расстоянии, чтобы не спугнуть мелкого. Думал просто шугнуть его, чтобы тот забыл дорогу к дому, а то если один раз приперся и во второй. Но когда пробрался сквозь чащу к вывороченному с корнем пню, у него аж дыхание перехватило. В глубокой яме под корнями лежали еще двое волчат. Худые, дрожащие, еле живые. Им с виду было около 2 месяцев, если считать, что выводок у волчицы появляется в апреле-мае. А тот самый вор сидел рядом с ними и уплетал украденный хлеб. Михалыч медленно опустил ружье. Вспомнил он, как неделю назад в тайге эхом отдались глухие выстрелы. Видно, подстрелили браконьеры волчицу, а волчат найти не смогли или даже не искали. И этот малыш остался за старшего. Козлы, ну козлы же! Как можно убить чью-то мать? Ругался старик про себя. А глянув на волчонка, с комом в горле произнес: «Какой же ты вор! Ты спаситель своих братьев». С того дня Михалыч стал ходить к вывороченному пню сам. Принесет рыбину, обрезки мяса, краюху хлеба, положит на валежник и уходит, чтобы не пугать лишний раз. Старик был опытным в этих местах и понимал, им нужно жить в дикой природе, и к человеку привыкать нельзя, а то пропадут. Так продолжалось месяца 2. К августу волчата уже окрепли и сами стали охотиться. Нужно же как-то выживать в этом мире. К концу августа браконьеры снова появились в этих краях. Они знали, что молодняк волков подрастает и можно поохотиться. Наткнулись они на избушку Михалыча и решили припугнуть старика, который вечно мешал им ставить петли. Дед не стал устраивать драку, а начал уводить их дальше, в чащу, подальше от жилья. Браконьеры уже хотели избавиться от старика, как вдруг откуда ни возьмись из леса выскочили те самые молодые волки. Браконьеры от неожиданности опешили и, прихватив ружья, бросились бежать к машинам. Так дед спас волков, а волки отблагодарили его таким прекрасным образом. Да и браконьеры никуда не делись. Они все так же пытаются убивать зверей тайги. Но дед как может, так и пытается мешать им.